Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня с вами мы приготовим очень вкусный суп, который называется базартма. Это суп, относящийся к азербайджанской кухне, но иногда его и относят и к грузинской. Но это не суть важно. Главное, что этот суп очень вкусный и простой в приготовлении. Как вы понимаете, у разных рецептов есть разные вариации. Например, борща есть просто несчисленное число вариаций, и каждая из них правильная. Также и у этого супа есть разные варианты. Мы сегодня будем готовить вариант из курицы. Берем целую курицу и разрезаем ее на порционные куски. Просто нарезаем на порционные кусочки. Берем вот крылышки, срезаем для начала. Срезаем голень. Вот эту часть я уберу в сторону, она потом на бульон пригодится. Ну и кожу лишнюю тоже можете сразу убирать. Грудку прямо вот на такие вот достаточно крупные кусочки можно нарезать. В общем, у нас получилась вот такая история. Косточка с грудки, а также хребет мы убираем, потом где-нибудь на бульон сварим. Но вот эти вот части будем использовать. Голени, крылышки, ну и также филе, нарезанное на кусочки. Ну а также сразу для удобства ради нарежем сразу все ингредиенты, которые мы будем сегодня использовать. Например, репчатый лук будем нарезать полукольцами. А граммовки, которые я буду сегодня использовать, наших продуктов, смотрите в описании. Картофель нарезаем на вот такие вот четвертинки. Дальше мы берем чесночок, который нам нужно мелко нарубить. У меня только что закипел чайник. Берем помидоры, делаем вот такой вот крестообразный надрез. Отправляем в глубокую емкость и заливаем кипятком. Таким образом мы сейчас легко снимем кожуру. Прям буквально на минуточку максимум оставляем. В это время берем зелень, петрушку и укроп. Стебли я заранее удалил. И зелень мелко нарезаем. А также сразу нарезаем зеленый лук. Если у вас есть, можете добавить кинзу еще, например. Здесь набор зелени на ваше усмотрение. У меня вот, например, есть небольшая веточка свежего базилика. Давайте тоже нарежем. Будет только вкуснее. С помидор я слил кипяток. И холодной водой их надо сразу залить. После кипятка сразу ледяная вода. Теперь вот так вот просто снимается кожура. Помидор натираем на крупной терке. Наши ингредиенты все подготовлены. Теперь нам осталась только тепловая обработка. У меня сегодня чугунный котелок, который очень хорошо уже разогрелся. И я только что добавил в него растительного масла. Первым делом нам нужно хорошо обжарить курицу. Отправляем курицу и начинаем обжаривать. Первую минуту-полтора курицу вообще не трогаем, а потом потихонечку начинаем ее переворачивать, чтобы она прям с корочкой была.
Добавляем лук курицы. Перемешиваем и продолжаем обжаривать уже вместе с луком, пока лук не станет мягким. Наш лук обжарился и пришло время наших специй. И сегодня мы также будем использовать сушеную алычу. Именно алычу. Заменить ее на что-то другое не получится. Вот прям вот вам нужна именно сушеная алыча. Достать ее не так просто. В магазинах я у нас не смог. Ну, не продается, либо стоит каких-то, я не знаю, космических денег. Поэтому я просто взял, заказал на Wildberries. Wildberries, либо Озон. Маркетплейсы вам в помощь. Там можно найти все, что угодно по хорошей, кстати, цене. Добавляем прямо сейчас алычу вместе со специями. Добавляем алычу буквально 6 вот штучек. Также добавляем куркуму. Добавляем красную копченую сладкую паприку. Ну и вот так вот шафранчика еще добавим. Хорошо все перемешиваем. И вместе со специями, с алычой продолжаем обжаривать. Ну, примерно минуточки 3, максимум 5. Вот в таком режиме обжариваем. Периодически перемешиваем. Буквально через пару минут я вот протертые еще томаты добавляю. Ну и соответственно уже вместе с ними еще минуточки 2-3 продолжаем все дело обжаривать. Получившийся бульон очень хорошо закипел, прям пошла невероятная ароматика. На этом этапе нам нужно посолить и поперчить. Если хотите остренькое, то можете прям вот что-то острого добавить. Перца, либо какого-то жидкого перца, либо свежего перца. В общем, как вы хотите. Кстати говоря, как вы можете заметить, данное блюдо можно смело готовить на природе в казане. Вам потребуется только казан и продукты. Все. Добавляем картофель. Ну и, как я сказал, посолим по вкусу. А также поперчим. У меня смесь 5 перцев. И заливаем все это дело кипятком. У меня отдельно только что вскипел чайник. Учитывайте, что этот суп должен быть густой. Вот так вот добавляем жидкости, чтобы она покрывала наши ингредиенты. Хорошо все перемешиваем. На среднем огне под закрытой крышкой томим наш суп. Примерно 15 минут. Нам нужно, чтобы наш картофель полностью приготовился. Картошечка у нас готова. На этом этапе еще раз попробуйте на вкус, по соли и по остроте. Я уже попробовал, все необходимое добавил. В общем, по своему вкусу все выровнял. Теперь мы добавляем чеснок и зелень. Отправляем чеснок и отправляем зелень. Много зелени. Хорошо еще раз все перемешиваем. Закрываем обратно крышкой. Полностью выключаем огонь и даем нашему супу минут 10-15 постоять, отдохнуть, чтобы все наши продукты, скажем так, поженились. А потом мы можем подавать к столу и кушать. Собственно говоря, вот такой вот у нас получился супчик. Прям вот бульончик. Прям вот, знаете, воспоминания от того, когда я его пробовал ранее, прям вот не покидают мою голову, и хочется попробовать бульончик еще раз. Ой, зелень с чесночком добавили свою атмосферу. Прям, знаете, такой благородно в меру кисленький вкус. С картошечкой. Ну и, конечно же, все это заедаем курочкой. Прям по вкусу смело можете добавлять сюда сметану, а в прикуску брать лаваш или лепешку.
домашнюю лепешку, которую, кстати говоря, я не так давно готовил на нашем канале. Будет просто вот так. И я прям почему-то уверен, что вам понравился этот рецепт, поэтому поддержите лайками и комментариями. Ну а также поделитесь этим видосиком со своими друзьями. Под видео есть кнопка «Поделиться». Нажимайте и отправляйте в соцсети, либо в мессенджеры. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!